Аппетитный рот. Конечно, не Джулия Робертс, но тем не менее. Сильно интуитивная личность. Бога, его можно логично доказать, а можно прочувствовать. Гордыня. Это обидчивость. Стремление присесть кому-то на уши. Заговаривали зелья. Инфо-цыганство. Сразу там за месяц станете мультимиллионером. Вам надо идти к психиатру и, собственно, лечиться. Мегамозг в хорошем смысле это идеальное партнерство. Приветствую, друзья! С вами физиогномист и психолог Александр Иванов. В этом видео я сделаю физиогномический разбор Елены Блиновской. По ее фотографиям определю, какой ее психологический портрет, какие ее таланты, сильные и слабые стороны. И это видео было вдохновлено ее интервью с Ксенией Собчак. Кстати, вот здесь вы увидите ссылку и в описании тоже, по которому вы можете зайти и посмотреть, что такое вообще физиогномика в 21 веке и как она реально работает. Вы можете посмотреть мой разбор интервью Ксении Собчак и Елены Блиновской, где по мимике, жестикуляции разбираю, собственно, что они не договорили, где они исказили информацию. Также там вы найдете уже физиогномический разбор самой Ксении Собчак. Ну что ж, приступаем. Но прежде чем мы приступим, напоминаю вам, что это видео можно и нужно лайкать, писать комментарии, подписываться и рекомендовать, кого еще вы бы хотели, чтобы я разобрал. Ну что ж, погнали. Я себе тут написал списочек маркеров, чтобы ничего не забыть. Итак, что мы видим? Прежде всего мы видим следующие характеристики. Нос. Нос высокий. Он не длинный, он высокий. И действительно, длина тоже есть проявлена, хорошо проявлена, но высота преобладает. Что еще мы видим? Мы видим низкий носогубный желобок. Вот это расстояние, давайте все-таки возьмем какое-то одно фото более-менее нормальное, да, скажем так, менее искажающее, что ли. Носогубный желобок невысокий, низкий носогубный желобок. Кстати, по поводу носа, здесь еще мы видим горбинку на носу. Дальше мы видим пропорции рта и губ. Собственно, по поводу губ я не буду ничего комментировать. По пропорциям рта рот аппетитный, рот широкий. Конечно, не Джулия Робертс, но тем не менее. Челюсть. Собственно, челюсть треугольником, клиновидная, но она небольшая. Да? То бишь это такая слабая, довольно слабая челюсть. Что еще мы видим? Скуловая кость. Собственно, вот эта вот часть называется скуловая кость. Она здесь проявлена довольно неплохо. Это не максимум, но довольно неплохо. Уши небольшие, средней высоты, узкое ухо. Лоб опять-таки невыразительный. Собственно, средний скошенный лоб, высота лба тоже средняя. Дальше мы видим хорошая линия волос в височной зоне. Конечно, можно было бы еще сюда зайти, но хорошая. Глаза. Глаза небольшие. Собственно, это важно понимать. Прямая переносица. Вот, собственно, и все, что нам необходимо прокомментировать. Конечно, мы можем прям детально, могли бы прям детально разобрать все, но знаете, у нас здесь не хватает по-настоящему качественных фотографий, которые я прошу делать своих клиентов для физиогномической консультации, либо же для оценки персонала. Поэтому работаем с тем, что есть, и для наших целей на фоне нашумевшего интервью этого будет вполне достаточно. Итак, если мы возьмем пропорцию глаз и пропорцию носа, давайте где-то вот здесь возьмем, да, или где, вот здесь возьмем. На самом деле, обратите внимание, хорошо выступающий нос, хорошо проявленный нос и небольшие глаза. О чем здесь история? Дело в том, что нос нас выталкивает больше в ощущение, в то, что есть по сути, то, что есть на самом деле. А глаза это такой маркер, который смотрит на этикетку. Собственно, что в этом стакане, какая-то жидкость, какого качества продукт. Вроде в помещении никого нету, а женскими духами пахнет, да. В общем и целом, глаза и нос работают в очень разных плоскостях, и глаза вроде как дают нам наибольший объем информации. Вопрос качества этой информации, да. Качество не то, которое позволяет оценить по-настоящему качество, да, вот такая получилась история. А вот нос, наоборот, он копает, он работает, то, что мы называем тонкие материи, то, что не очевидно, то, что не предъявлено, но есть по сути. И вот здесь такая комбинация носа и глаз дает нам человека, который больше полагается на интуицию. Да? И пока ученые всего мира, собственно, не могут доказать или понять,
Есть ли интуиция, нет ее интуиции. А что такое интуиция, как она работает? Это какой-то опыт, который у меня был до того, или это опыт поколений, или это реально способность на уровне а-ля экстрасенсорики, да, то бишь запредельного какого-то ощущения. На самом деле, как показывают топовые предприниматели, бизнесмены, силовики, интуиция по факту есть, она работает. У каждого она проявлена по-своему, но по факту есть. И вот в данном случае, если мы говорим про Елену Блиновскую, у нее очень выражена интуиция и точное диагностирование ситуации здесь и сейчас. Это очень важно, потому что, ну, например, если мы берем оценку персонала или, ну да, или подбор персонала и хотим выбрать какого-то сильного сотрудника, нам нужен коммерческий директор либо менеджер по развитию. Чаще всего хотят, к примеру, там умного или сильного. А на самом деле это не надо. Нужен сильный, да, но при этом нужен не умный, а больше решительный. И при этом нужен человек с хорошей интуицией, который будет полагаться на свои ощущения. Почему? Потому что диапазон информации более широкий, нежели в конкретных каких-то фактах, цифрах, показателях. Да? Это все, конечно, тоже правильно и нужно, и на это можно опираться, ну, наверное, прежде всего, но они очень ограниченные. Да? Этот объем информации, он очень ограниченный. Поэтому вот здесь, я надеюсь, вы еще не потеряли мысль, мы говорим про человека, который изначально генетически заточен под то, чтобы полагаться на ощущения свои, для того, чтобы считывать состояние другого человека, диагностировать другого человека, диагностировать ситуацию, группу людей. И это важно, да, в конце мы поймем, почему это важно. Опять-таки, если мы берем носогубный желобок, вот эта штука, это канал, это такой специфический канал связи между нашим Штирлицем и войсками захвата. Ну, собственно, это рот, губы и челюсть, войска захвата. Там разведбатальон, сама армия. Но в общем и целом, Штирлиц может собрать какую угодно крутую информацию, да, сказать, что и как есть на самом деле. Но если передача информации будет искаженная, то войска пойдут не туда и сделают не то. И вот очень важно, какая высота, глубина, четкость, структура, ширина носогубного желобка. В данном случае он хорошо проработан. Там не буду рассказывать все детали. Это хороший носогубный желобок, который в максимальном объеме практически передает то, что необходимо передать. Опять-таки, он невысокий. Поэтому здесь мы видим человека, который реально проницательный. Это человек, который хорошо считывает ситуацию. Да, у него не самый низкий носогубный желобок. Самый низкий носогубный желобок у серых кардиналов, да, среди которых Дэвид Рокфеллер. Да, вот просто посмотрите фотографию Дэвида Рокфеллера, уже ныне покойного. Там носогубный желобок, его как будто в принципе нет. Как будто нос сразу лежит на губах. Ну окей, поехали дальше. Рот, да, аппетитный рот. Что у нас, за что отвечает рот? Рот — это один из первых органов, который появился для того, чтобы что-либо получить из внешней среды. То есть у нас эволюция пошла для получения дополнительных ресурсов. И если мы говорим про человека, то с точки зрения, наверное, психологии, да, или как проявляется пропорция рта в обычной жизни, такой человек бессознательно хочет получить как можно больше информации, материальных ценностей, какого-то жизненного опыта, проектов, задач, отдыха, я не знаю, эмоций, всего, что можно получить. Понятное дело, в животном мире они только кушают в рот, но человек бессознательно любое приобретение, присвоение, он, как это отражается на его ЖКТ, собственно, рот, горло, желудок, двенадцатиперстная, там, печень, поджелудочная, желчный, кишечник и прочее, да. Собственно, и поэтому очень часто ЖКТ страдает, когда мы берем что-то не то, что нам не свойственно. Итак, здесь мы видим рот широкий. Собственно, это люди, которые хотят максимально больше получить. И как это проявляется? Это проявляется как активность, как работун. Это проявляется как постоянная нагрузка, больше проектов, больше задач, больше инициатив, больше опыта, больше эмоций. Маленькоротые ведут себя совершенно по-иному. По-моему, у Кейси Найстата это маленький рот. И в видео на моем канале есть его разбор самого главного ютубера в мире. Можете там посмотреть то, как маленький рот работает в его случае.
Здесь же мы видим Елену Блиновскую и понимаем, что для нее, в принципе, собирать, вести много проектов сразу, собирать большие группы людей, это, в принципе, нормально, абсолютно нормально. Так, мы начали с интуиции. И давайте еще раз вернемся к нашей интуиции. Почему? Потому что челюсть слабая и лоб не выражен. Это усиливает интуицию. Объясняю почему. Потому что челюсть это наш боевой арсенал. С одной стороны это энерговооруженность, с другой стороны это конкретно такое психологическое оружие, которое позволяет нам чувствовать себя спокойно, стабильно, где-то беспечно, где-то кого-то атаковать и где-то кого-то, знаете, как это сказать, подавлять что ли. Когда у человека, как у Ксении Собчак, к примеру, мощная челюсть, человек спокойный, стабильный, уверенный в себе, но обратная какая сторона, он более ригидный, более неповоротливый, более беспечный, ну, в общем и целом, и легко предсказуемый. Когда челюсть слабая, человек не имеет возможности так беспечно себя вести, да, так спокойно себя вести. Поэтому человек постоянно подсознательно, да, осматривается по сторонам. Поэтому человек лучше чувствует ситуацию, опять-таки, бессознательным, интуитивным способом. Он не лучше ориентируется. И это усиливает интуицию. Опять-таки, в интуиции, знаете, как и в стрессоустойчивости, там есть 5 характеристик, так и в интуиции есть 5 характеристик. Но если в общей корзинке, это лучше позволяет прочувствовать ситуацию здесь и сейчас. Но минус какой? Больше тревожности, больше переживательности, больше невротичности. Поэтому, когда мы видели в интервью, ладно, это я расскажу в конце. Лоб. Лоб не самый выразительный. Собственно, лобные доли выражены не максимально. Опять-таки, у Ксении Собчак выражены не в большей степени. О чем это говорит? Лобные доли отслеживают причинно-следственные связи. Для них важны конкретные закономерности какие-то. Если же мы сейчас не будем говорить про уровень интеллекта, мы сейчас не будем говорить про то, как это вообще работает, посмотрите об этом в других моих видео. Но вообще, что такое интеллект и на самом деле, как его правильно считать, как к этому всему относиться? Нет корреляции к уровню воспитанности или адекватности, или начитанности, там другие немножечко взаимосвязи. Но чем меньше проявлены лобные доли, тем меньше рационализации, тем больше опять-таки позволение себе полагаться на свои ощущения и в большей степени проявляется интуиция. Поэтому вот давайте здесь мы сейчас подведем итог. Кстати, линия волос, которая здесь вот такая довольно-таки хорошая, в районе виска, тоже про интуицию, тоже про больше эмоциональность, про естественность, про какие-то процессы, которые нельзя оцифровать. Поэтому, учитывая пропорции лба, пропорции глаз, пропорции носа, носогубный желобок, челюсти, мы можем сказать, что изначально Елена Блиновская сильно интуитивная личность. Ей в меньшей степени важны показатели, KPI, какая-то доказательная база, если хотите. Ей не надо трогать, щупать, она больше на уровне ощущений погружается во что-то, и вот это для нее ориентир. Да? Понимаете, Бога, его можно логично доказать, а можно прочувствовать. Вот здесь про прочувствование. Что еще нам необходимо отметить и важно отметить? Скулы. Вот эта вот часть говорит о том, насколько человек легко идет на контакт, насколько ему легко кого-то, с кем-то познакомиться, завести какое-то общение, коммуникация. Не лучшие друзья до гроба, нет, просто такая социальная коммуникация. И вот в ее случае довольно-таки неплохо выражены скуловые кости, они здесь, конечно, здесь Photoshop, здесь видно. Они не максимальные, но где-то средние, больше среднего. О чем это? Это опять-таки в ее работе очень помогает, когда необходимо работать в окружении большого количества людей и постоянно вести с ними какую-то естественную, непосредственную, невынужденную коммуникацию. Окей. Что еще? Горбинка на носу. Вот горбинка на носу это важный момент. Почему? Потому что вот эта часть. Сейчас мы не говорим про ястребиность, про нос дугой. Мы не говорим про пропорции носа, вообще ни в коем роде, ни в коем случае. Мы говорим исключительно про горбинку. Так вот, горбинка это гордыня, это обидчивость. Человек с горбинкой может очень легко включиться и неправильно оценить
любую фразу, любую информацию в свой адрес. Такого человека, ну, просто банально обидеть значительно проще, нежели такого же человека, только без горбинки, да, если хотите. Правда, с ястребиными носами все еще острее и веселее, но горбинка, скажем так, в ее случае ей точно не помогает. Да и вообще она не помогает. А Пока общался с вами, да, пока писал видео, что еще? Увидел века, которое опускается, вот эта верхняя часть. О чем эта история? Дело в том, что изначально, понятное дело, что есть народы, которых оно, этот эпикантус, по-моему, да, собственно, верхнее веко нависает от рождения. В каком-то видео я об этом рассказывал. Но, например, если мы берем то, что называется Кавказия, да, европейская раса, если хотите, такого нет. Собственно, у человека глаз открыт. Но когда человек проживает отрицательную ситуацию, или же наоборот, хочет быть максимально в комфорте, он хочет быть максимально в удовольствии, он не хочет видеть такое, какое оно есть на самом деле, а вот хочет, чтобы все было, знаете, в розовых облаках, радугах и единорогах. Тогда опускается веко. Множество есть причин, но следствие всегда одно и то же. Человек видит только позитивную картинку. Вернее, как он стремится видеть только позитивную картинку. Он понимает, как дела идут на самом деле. Он четко понимает, что мир не такой прекрасный, да, и, ну, в общем, и целом есть объем отрицательной информации. Но чем сильнее опускается веко у человека, тем сильнее человек уходит от этой объективности в пользу исключительно позитивчика. И это плохо, это крайне плохо. Конечно, я могу оправдать Елену Блиновскую в данном случае следующим. Девушка чувствительная, девушка интуитивная, тонко чувствует, и начувствовалась она всего-всего, и стало ей тяжело от этого. И действительно, люди с обостренным восприятием скажем так, в этом мире принимают на грудь слишком много, они вот очень чувствуют тонко, и у них чаще опускается веко, по моим наблюдениям личным. Я не знаю, на самом деле, через какие процессы ей пришлось пройти, когда это веко начало опускаться и дошло до этого уровня, но объективно, с высокой вероятностью, это мое мнение, сегодня Елена Блиновская хочет видеть позитивчик, да, то бишь хочет видеть в розовых очках. Хорошо, это плохо, это не знаю, это как есть. И еще, друзья, важнейший момент. Обратите внимание на подбородок. Не на челюсть, а конкретно на этот мыс. Он у нее выступающий, а у Ксении Собчак не выступающий. Где мы сейчас найдем фото с этим подбородком? Наверное, вот здесь. Да? Ну или на видео вы сможете посмотреть, опять-таки в том же интервью. Сильно выступает подбородок. И о чем эта история? О вербальной коммуникации. Тогда, когда необходимо говорить, переговаривать, продавать, выступать, петь, в общем и целом, там, где необходимо книги писать, рассказы писать, неважно. И здесь у человека постоянно будет стремление присесть кому-то на уши. И это чаще всего проявляется как профессия, где надо преподавать, да, там, вести какие-то новости, быть актером или певцом. У меня тоже очень выступающий подбородок. Самый выступающий подбородок в мире, по моим наблюдениям, у Квентина Тарантино, который снимал фильмы, да, где только трындят и мало что делают. И вот, собственно, когда мы это все посмотрели, что мы можем сказать? На самом деле Елена Блиновская, действительно, у нее такой психологический портрет, как у человека, который считывает других людей, чувствует других людей и заговаривает их. Знаете, в древности были такие вот люди, такие колдуны, не колдуны, которые заговаривали зелья, которые заговаривали там какие-то хвори. Вот это оно и есть. Собственно, я когда первый раз посмотрел на ее фотографии, сразу же было четко понятно, что это именно такой психологический портрет. Я уверен, это у нее такая родовая история, в принципе. Раньше это делали одним способом, сегодня это делают вот таким способом. И в общем и целом она абсолютно подходит, ну не знаю, наверное, на 90% точно к той деятельности, которой занимается.
Сейчас, внимание, момент. Я не говорю о том, что там она хорошая или плохая, или еще какая-то. Нет, она вот как с точки зрения физиогномики, с точки зрения своих талантов, занимается тем, чем она должна заниматься по мнению физиогномики. Ну, по мнению моему, как физиогномиста. Далее, если мы говорим про коучинговые, про марафоны, то подается это в интервью Ксении Собчак как некое надувательство, как обман и, ну, в общем и целом, я не знаю, инфо-цыганство. Вот, кстати. На самом деле, друзья, если вы поучаствуете в этих марафонах, вы поймете, что это коучинговая проработка. То есть вы платите деньги за коучинг. Понимаете, кстати, на самом-то деле не самые большие деньги. Именно за коучинг. Потому что я проходил один марафон, мои коллеги, которые занимаются продажей информационных курсов, различного обучения проходили. Мои просто знакомые проходили, и ну, я не услышал ни одного плохого отзыва. Если же вы, конечно, рассчитываете, что вы просто придете туда, и там посидите, посмотрите, послушаете, да, и сразу там за месяц станете мультимиллионером, и все у вас сбудется в жизни, это вам надо идти к психиатру и, собственно, лечиться. Нет, такого не произойдет. Ну, собственно, взрослые люди должны это понимать. Что вы получите? Реально качественную коучинговую проработку. И пусть это называется марафон желаний там, или еще там марафон чего-то там. Неважно, друзья. Это качественный продукт. И действительно, еще раз говорю, все мои знакомые, которые проходили, я не услышал ни одного плохого отзыва. Есть, конечно, вопросы к некоторым моментам упаковки, проявления, демонстрации и пиара всей этой истории, но, собственно, это и без меня уже обсудили. И возникает вопрос, который задавала Ксения Собчак. А как же ты этот бизнес построила? И она честно говорит, его построил муж. И действительно, если мы посмотрим на фото супруга Елены Блиновской, то там человек, который полагается на цифры, на факты, различные показатели, строит методики, алгоритмы и прочее. Такой мегамозг в хорошем смысле. И, кстати, мега такой ударный, сильный, стрессоустойчивый, напористый. И если мы возьмем и соединим этот тандем супруга и самой Елены Блиновской, то мы поймем, что как минимум в бизнесе, это идеальное партнерство. Партнерство эксперта и партнерство продюсера. И если мы перенесем эту историю в супружескую, действительно тоже очень хорошее получается соответствие, или как это называется, совпадение. Ну, в общем, вы поняли, о чем идет речь. Друзья, с вас лайк или дизлайк этому видео, комментарий, пожалуйста, что вы думаете по поводу Елены Блиновской и вообще этого физиогномического разбора, насколько, по вашему мнению, я был близок и точно описал ее психологический портрет. Напишите, кого еще вы хотели бы разобрать из известных личностей, там какие-то актеры, ученые, возможно, или какие-то нехорошие люди. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал. И увидимся с вами в следующем видео. Но еще до того, как вы покинете это видео, напоминаю вам, что у нас на канале есть множество видео, где я разбираю Илона Маска, где я разбираю Кейси Найстата, я разбираю Дженнифер Лоуренс, Николу Тесла и множество других интересных людей. Поэтому переходите, смотрите эти видео и увидимся в следующем видео. Пока-пока.